Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Сегодня свяжем сумочку для телефона. Вяжется она очень легко и быстро. Сумочка у меня на магнитной кнопке. Сейчас я скажу вам размеры. В ширину сумочка 10 сантиметров и в высоту 18. Для вязания я использовала полиэфирный шнур Caramel Baby 2 миллиметра. В 150 граммах идет 200 метров. Нам понадобится полмотка, это 100 метров. Данную пряжу и также фурнитуру для сумки можно приобрести со скидкой 10%. Промокод и ссылку на магазин я оставлю в описании. Также нам понадобится крючок номер 3 и пластиковая игла с большим ушком. Ею мы будем сшивать боковые части сумки. И для сумочки я использовала вот такую готовую цепь. Вот она идет с такими карабинами небольшими. Также вы можете ремешок просто связать из данной же пряжи. Делаем кольцо. Вытягиваем нить. И провязываем одну воздушную петлю. Далее в кольцо провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Кольцо затягиваем. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем. Провязывать всегда будем, захватывая заднюю стенку петли. И начинаем со второй петли от крючка. Первая со второй. Захватываем заднюю стенку петли. Провязываем первый столбик. И сюда же провязываем второй. Далее в следующий провязываем 3 столбика. В последнюю петлю, также за заднюю стенку, провязываем 2 столбика. Во втором ряду должно получиться 7 столбиков. Можно пересчитать по вот этим косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее в конце снова делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и также вяжем со второй петли от крючка за заднюю стенку. По краям мы будем делать прибавки. Провязываем 2 столбика. Далее до центрального столбика, вот у нас мы провязывали 3 столбика, до центрального провязываем по одному. Вот сюда провязываем первый, далее второй столбик. И в центральный всегда провязываем 3 столбика. Снова провязываем по одному. Первый, второй. И с краю делаем прибавку. Провязываем 2 столбика. В конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем 4-й ряд. Также с краю со второй петли от крючка мы провязываем 2 столбика. Далее провязываем до центрального столбика 4 одинарных столбика. В каждом ряду будет увеличиваться каждый раз по 2 столбика. Центральный
провязываем 3 столбика. Снова провязываем 4 одинарных столбика и в конце делаем прибавку. Провязываем прибавку. Здесь у нас петелька прячется. Надо ее вот таким образом найти здесь, крайнюю петлю. И провязываем 2 столбика. Делаем одну воздушную петлю. Вяжем 5-й ряд также со второй петли от крючка. Вначале провязываем 2 столбика в одну петлю. Далее до центрального столбика у нас идет уже 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем 6 столбиков. Снова в центральный столбик провязываем 3 столбика. Провязываем в обратном порядке, провязываем 6 одинарных столбиков и делаем прибавку. Одна воздушная петля, переворачиваем, вяжем 6-й ряд, делаем прибавку. Теперь до центрального столбика мы провязываем 8 столбиков. Центральный провязываем 3 столбика. Далее вяжем в обратном порядке 8 одинарных столбиков и в конце 2 столбика, последнюю крайнюю петлю. В конце 1 воздушная петля, перевернули, вяжем 7-й ряд со второй петли от крючка, провязываем 2 столбика. Теперь уже провязываем 10 одинарных столбиков и на углу провязываем 3 столбика. Провязала 10 одинарных столбиков и провязываем центральную 3 столбика. Далее повторяем, провязываем 10 одинарных и в конце 2 столбика. В конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и начиная с 8 ряда мы будем делать по краям убавки. А здесь, где вершинка, мы также провязываем центральный столбик 3 столбика. Начинаем провязывать также со второй петли от крючка, первая со второй. Вытягиваем петлю, не провязываем. Далее в следующую вводим крючок, вытянули 3 петли на крючке, провязываем вместе. Далее провязываем по одному столбику до вершины. Здесь будет 11 столбиков. Центральный столбик из 3 провязываем также 3 столбика. Далее провязываем 11 столбиков и сделаем убавку. В конце делаем убавку. Вытянули петлю, не провязываем. В самую крайнюю вытянули и 3 петли на крючке провязываем вместе. В конце делаем одну воздушную петлю, перевернули
9 ряд и последующие ряды будут вязаться точно так же, как и 8 ряд. Вначале делаем убавку со второй петли от крючка, вытянули, не провязываем следующую петлю, 3 петли провязали, провязываем 11 столбиков, центральный столбик из 3 также провязываем 3 столбика, далее снова 11 столбиков и убавка. Провязываем 3 столбика, одиннадцать столбиков. В конце делаем убавку. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, и ряды повторяются. Вот я провязала необходимую длину. Ориентируйтесь на свой смартфон. Можно вот таким образом приложить его и посмотреть. И сейчас мы будем делать обвязку по краю. Теперь будем обвязывать по краю, и в каждом ряду у нас должно быть по одному столбику. Вот у нас последний столбик. Здесь мы провязывали убавку. Далее находим вот здесь вот петлю. Вот она. Здесь мы провязываем столбик. Далее по краю находим, вот у нас видны здесь такие петельки. Вот сюда заводим крючок. Далее вот здесь вот петля идет, прям видно отверстие. Здесь вот эта вот кромочная петля сбоку. Далее снова вот отверстие идет. То есть каждый ряд и в каждом ряду по столбику. Вот видите, здесь идет ряд, в конце идет петля, сюда провязываем. Здесь с краю вот кромочная петля есть. Снова вот ряд, сюда провязываем. Таким образом довязываем до угла. На углу провязываем в крайнюю петлю 3 столбика. Первый, второй и третий. Для плавного перехода мы провязываем 3 столбика. И далее точно так же провязываем по одному столбику. Довязываем таким образом до угла. Снова здесь на углу провязываем 3 столбика и провязываем по краю точно так же. Довязываем до конца. Сейчас я скажу, какой у меня получился размер полотна. Здесь у нас 46 сантиметров и в ширину 10 сантиметров. Вот смотрите, где у нас обвязка. Обратите внимание, вот они идут столбики. Мы обвязывали, это будет у нас лицевая сторона. Вот таким образом выглядит изнанка. Здесь такие перемычки идут. Мы ее складываем лицевой стороной вовнутрь. Вот таким образом сложили и смотрим, где мы будем начинать сшивать боковые части. И отмечаем вот здесь вот маркером. Продеваем шнур в иглу и прошиваем с одной стороны и со второй.